Здравствуйте, дорогие мои любители вязания! В этом видео я хочу вам показать, как вязать вот такую шапочку крючком. Вязала я ее на окружность головы 45 сантиметров. Пряжу использовала Vita Brilliant, это турецкая пряжа. Состав 45% шерсти, 55% акрил. В 100 граммах 380 метров. И использовала крючок номер 3 миллиметра. Вязала я шапочку в 2 ниточки, чтобы она была поплотней, потеплее, потолще. Пробовала в одну нитку, получается немножко тонковато. Все-таки дело близится к зиме, и хотелось мне потеплее что-то связать. Я в прошлом году вязала такую шапочку, использовала такие же нитки и в 2 сложения вязала. Носили мы ее глубокой осенью и ранней весной, и хочу сказать, что голова у ребенка не мерзла. Пряжу для вязания такой шапочки можно использовать любую. На 100 грамм где-то 200, 250, 300 метров. Такой толщины будет достаточно. Начнем вязать шапочку с образца. Раппорт узора состоит из 8 петель. Я наберу 18 воздушных петель. Из них 16 это то число, которое кратно 8, и 2 петли для симметрии. Набираем 18 петель. Первый ряд я свяжу столбиками с одним накидом. Делаю 3 воздушных петли подъема и в 5-ю петлю от крючка вяжу первый столбик с накидом. И дальше в каждую петельку я буду вязать столбик с одним накидом. Связали первый ряд столбиками с накидом. Дальше 3 воздушных петли подъема, переворачиваем работу, и теперь я вяжу 4 рельефных лицевых столбика. В первый столбик завожу крючок под само тело столбика, протягиваю рабочую ниточку, вытягиваю ее и провязываю 2 петельки на крючке. Накид, вкалываю крючок под само тело столбика с накидом, вытягиваю рабочую ниточку, провязываю столбик с накидом. Третий столбик и 4-й столбик. Дальше вяжем 4 рельефных изнаночных столбика. Точно так же, только заводим крючок сзади. Также я вкалываю крючок сначала на лицевую сторону, дальше на изнаночную. И вытягиваю рабочую ниточку, протягиваю ее через петельки и провязываю 2 петли на крючке. Второй столбик. Третий столбик. И 4-й столбик. Теперь вяжем 4 столбика лицевых. С лицевой стороны вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Второй, дальше 3-й, 4-й. 4 следующих столбика
будем вязать с изнаночной стороны. Сзади вводим крючок и провязываем столбики. У нас остался последний столбик, и мы в третью петлю подъема провязываем обычный столбик с накидом. Дальше вяжем третий ряд. 3 воздушных петли подъема, переворачиваем работу и смотрим. Здесь у нас идут лицевые столбики, мы будем вязать их изнаночными. С изнаночной стороны вводим крючок и провязываем столбики. Второй столбик с изнаночной стороны, третий столбик с изнаночной стороны и четвертый. Дальше у нас идут изнаночные рельефные столбики. Мы будем вязать лицевые в шахматном порядке. Первый столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый. Дальше у нас идут лицевые столбики. Мы вяжем их изнаночными. Теперь с лицевой стороны. У нас последние 4 столбика изнаночные идут, а мы вяжем лицевые. Первый, второй, третий, четвертый. Последний у нас столбик остался. Вяжем в третью петлю подъема столбик с накидом. Дальше вяжем четвертый ряд. 3 воздушных петли подъема, переворачиваем работу, смотрим. Здесь у нас идут изнаночные столбики. Мы вяжем их лицевыми. Все в шахматном порядке. И все последующие ряды мы будем вязать точно так же в шахматном порядке. Если у нас лицевые столбики, мы вяжем их изнаночными и наоборот. Дальше у нас идут 4 лицевых столбика. Мы их провязываем с изнаночной стороны. Теперь изнаночные, вяжем лицевые. И последних 4 столбика я вяжу с изнаночной стороны. Остался столбик с накидом.
мы в третью петлю подъема вяжем столбик с накидом. Я связала небольшой образец, и теперь я измерю его. У меня здесь получается 18 петель, и в 18 петлях 8 сантиметров. И теперь я сделаю расчеты. В 18 петлях 8 сантиметров. 18 я поделю на 8. И у меня получится 2,25 петли в 1 сантиметре. Дальше окружность головы у ребенка 45 сантиметров. У вас здесь будет свое число. Эту шапочку можно связать и на взрослого человека, поэтому подставляйте свое число. И отниму от этого числа пару сантиметров для плотного прилегания. Отниму, ну, где-то 3 сантиметра. Дальше 42 умножаю на количество петель в 1 сантиметре. Это получается 1. Дальше это число не целое, мне нужно округлить. В одном раппорте у нас 8 петель, и получится, я округлю до 96 петель. И не забываем про одну кромочную. Всего 97 петель. Мне нужно набрать на обхват головы 42 сантиметра. Я набрала 97 воздушных петель. И теперь соединяю их в кольцо. Здесь смотрю, чтобы у меня воздушные петли не перекрестились. Делаю 3 воздушных петли подъема. И первый ряд, как и в образце, я буду вязать столбиками с накидом. В каждую петельку по одному столбику с накидом. И так вяжем полностью весь ряд. Я довязываю первый ряд до конца, делаю соединительный столбик в третью петлю подъема. И дальше будем вязать второй ряд. Я вот так вытягиваю ниточку рабочую, завожу крючок за эту нитку, вытягиваю рабочую ниточку, захватываю и вот так ее в обратном направлении опять вытягиваю. Не в петлю, а за этой петелькой, которую мы вытянули. И провязываю 2 петли, которые на крючке. Вот. Вот эта петля будет нам заменять 3 воздушных петли подъема. Мы так сделали для того, чтобы вот этот шов, который мы будем делать на протяжении всей высоты шапочки, не особо выделялся из всего узора. Давайте я еще раз покажу, как я это сделала. Вытягиваю ниточку, завожу крючок, захватываю рабочую нитку, обратно ее в обратном направлении, вытягиваю,
И у меня вот 2 петельки на крючке. Я захватываю ниточку и провязываю ее. Эти 2 петли, которые на крючке. А дальше мы будем вязать уже узор. Первые 4 петли будем вязать лицевыми рельефными столбиками, как мы вязали и в образце. Первый столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый. Дальше идут 4 столбика изнаночных. Завожу крючок сзади, вытягиваю ниточку и провязываю столбик. Четыре. Дальше 4 лицевых рельефных столбика. Опять 4 следующих столбика изнаночных рельефных столбика. И так вяжем, чередуя весь ряд до конца. Я довязываю второй ряд до конца. Последних 4 столбика вяжу изнаночных. 1, 2, 3, 4. Делаю соединительный столбик вот в эту первую петельку. Вяжем третий ряд. Начинаем его вязать с такой же петельки, как вязали в прошлом ряду. Вытягиваю петлю, завожу крючок, захватываю рабочую ниточку, обратно вытягиваю и провязываю петельки, которые на крючке. Продолжаю вязать узор. У нас идут первые 4 лицевых рельефных столбика. Мы в этом ряду в третьем вяжем изнаночные столбики в шахматном порядке. Дальше изнаночные столбики мы вяжем лицевыми. Следующих 4 столбика вяжем изнаночными. И продолжаем вязать ряд до конца, чередуя рельефные столбики изнаночные и лицевые. Я довязываю третий ряд до конца. У меня остались 4 изнаночных столбика. Я вяжу их лицевыми. Делаю соединительный столбик в петельку. Дальше продолжаем вязать шапочку на необходимую вам высоту, чередуя рельефные столбики, лицевые и изнаночные, . Точно так же, как мы вязали предыдущие ряды.
Я связала шапочку нужной мне высоты. У меня получилось 18 сантиметров. Теперь я закрепляю ниточку и обрезаю ее. Хвостик оставляю подлиннее. Выворачиваю шапочку на изнаночную сторону. Вдеваем ниточку в иголку. И начинаем собирать по всему периметру вот этот верх шапочки. Вот таким образом за последние петельки. И вот так потихоньку стягиваем. Теперь все хорошенечко стягиваем. У меня здесь образовалась небольшая дырочка, я ее зашью. Дырочку я зашила, значит, все соединила. И теперь выверну на лицевую сторону. И вот так у меня получилась такая макушка. Теперь осталось обвязать шапочку. Я ее буду обвязывать резиночкой. Значит, 1 на 1 рельефными столбиками. Один рельефный столбик лицевой, один изнаночный. Присоединяю ниточку в том месте, где начиналось у меня вязание. Тут я и буду присоединять ее. Три воздушных петли подъема и начинаю вязать. Значит, первый столбик лицевой столбик, второй изнаночный, следующий лицевой, дальше изнаночный, лицевой, изнаночный. И так вяжем ряд до конца. Я довязываю первый ряд резиночки до конца, делаю соединительный столбик в третью петлю подъема. И дальше вытягиваю петельку, так же как вязала всю шапочку, и провязываю ее. Здесь смотрим, где у нас выпуклый столбик, это лицевой столбик. Тут мы вяжем лицевой столбик точно так же. Где у нас вдавленный столбик, это изнаночный. Вяжем изнаночный столбик. Дальше идет лицевой столбик, изнаночный. И так чередуем ряд до конца.
Я связала еще один ряд резиночки, и всего у меня получилось 3 ряда. И на этом я остановлюсь, обрезаю ниточку и закрепляю ее. Шапочку мы с вами довязали. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока!